Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Уже традиционно мы с вами встречаемся раз в неделю, где в подобных видео я вам показываю, рассказываю, как прошла моя неделя. Преимущественно в вязании, но если есть и другие интересные моменты, я с удовольствием их включаю в подобные видео. Но прежде чем я начну вам рассказывать о том, как прошла у меня эта неделя, пролетела, я хочу сказать слова благодарности моим зрителям. Большое спасибо вам за ваши комментарии, за слова поддержки, мотивирующие комментарии под прошлым моим видео, где я рассказывала, о том, как прошла моя неделя. Самые чуткие зрители заметили, что немножечко у меня потух взгляд и немножечко грустинка проблескивает. Действительно, все это было. Связано это с уже накопившейся усталостью, с длинными зимними днями, нехваткой солнца. Врачи бы сказали авитаминоз, простыми словами. Как видите, я предприняла уже меры, чтобы исключить это состояние. Потому что, когда такая пора приходит, я себя не очень хорошо чувствую, и все не так. Все не так, все мне не нравится, и не получается. И в таком состоянии я находиться не могу. Поэтому сейчас у меня витаминные коктейли для того, чтобы действительно поднять свой тонус. И несмотря на то, что по-прежнему продолжает идти снег и дождь, но меня это уже совершенно никак не трогает. Еще хочу сказать огромное спасибо моей бдительной зрительнице, которая обнаружила мое видео на чужом канале в Рутюбе. Большое вам спасибо. К сожалению, у вас не стоит никакого ника, не знаю вашего имени. Эта зрительница написала мне о том, что увидела мое видео, джемпер регланом сверху, розовая нежность, связанный крючком, на другом канале, опубликованное аж 2 года назад. Да, и это ни для кого не секрет. Многие блогеры уже с этим сталкивались, находя свои видео на чужих каналах, и я в том числе, когда открыла свой канал в Рутюб. И здесь большое спасибо техподдержке, которая очень быстро отреагировала на мое сообщение и предприняла все необходимые меры. Поэтому еще раз вам большое спасибо. Ну а теперь давайте я вам расскажу о том, как прошла моя неделя. Эта рабочая неделя была короткая, так как 23 февраля был выходной день. У нас в нашей семье началась неделя с развлекательного мероприятия и закончилась также культурным развлекательным мероприятием. Подобные такие выходы, они очень нужны именно для того, чтобы получить массу положительных эмоций, заряд бодрости. Коли уж гулять в такую погоду невозможно, нужно находить другие средства. И в понедельник, 23 февраля, мы ездили на цирковое представление «Жираф-шоу». Впервые за столько лет, за многократное посещение цирка. Цирк я обожаю, я очень люблю цирк. И раз в год мы стараемся выходить на какие-нибудь интересные мероприятия, на такие вот цирковые представления. И впервые я увидела дрессированного жирафа. Никогда до этого я даже и не слышала, что жирафы могут быть дрессированные. Это единственный дрессированный жираф в России, но с очень интересным именем Багира. Мальчик Багира. Кроме этого, вся программа была очень насыщенная, с разнообразными
просто с разнообразными номерами, все, что я люблю. И я вам немножечко вставлю такие коротенькие фрагменты, чтобы вы тоже увидели, да, что это за представление, которое называется «Жираф-шоу». И на этой неделе, можете себе представить, у меня 2 дня получилось абсолютно невязальных. Я не брала в руки вязание совсем. То есть не провязала ни одной петельки, ни одного рядочка. Это случается крайне редко, но случается. В понедельник, в связи с тем, что мы ездили в цирк, и кроме этого мы еще до цирка гуляли, занимались еще разными делами, поэтому приехали уже поздно вечером, и что-то как-то я себя чувствовала уставшей, поэтому очень рано легла спать. Но я вообще ложусь спать достаточно рано, ну а здесь я почувствовала, что мне просто необходимо выспаться. Тем более, что следующий день был полный рабочий, а вторники у меня тяжелые дни. У меня много уроков, и вообще моя основная смена — это 2-я в этом году. Я очень не люблю работать во 2-ю смену, но я работаю целый день в связи со своей нагрузкой в этом году. И я вязала плед. Плед у меня продвигается, показывать сегодня его не буду, до 200-го ряда я еще не дошла. Хотя говорила себе, надо до 200-го ряда дойти. Но мне еще нужно провязать 15 рядов, чтобы была круглая цифра 200. Но как идет, так и идет. Здесь, так скажем, я не ставила себе цели вязать только 1 плед, я бы не смогла вязать только 1 плед. И тем более работа очень объемная, конечно, она требует большого внимания и времени, но у меня есть и другие проекты, которые тоже хочется вязать. Я вам показывала в прошлом видео вот эту пряжу. Значит, это пряжа Дороти, красивого цвета. Я, наверное, так и назову джемпер хурма. Очень мне это название понравилось. И определение цвета тоже очень понравилось. Я связала спинку.
и показала вам, что узор полностью косит в полотне. И здесь дело не в пряже, здесь 90% меринос и 10% кашемир. Пряжа это называется Дороти от Печи Филати, очень известная итальянская фабрика. Я вам показала в прошлое воскресенье и сразу же распустила полностью это изделие и стала искать новый для себя узор. И все-таки я не вернулась к своей первоначальной идее, то, что я сначала предполагала вязать. Не хочу я вязать лицевой гладью совсем. И попался мне очень интересный узор, но у меня полотно не стиранное. Это вот такой узор, посмотрите. Так вот покажу вам. Потому что если я сейчас подниму за плечики, то оно сожмется. Так как здесь есть перевитие, здесь нужно вот немножечко растянуть полотно, чтобы был виден узор. Это узор ажурный с переплетениями. Очень мне тоже понравился. Здесь уже никакой косины нет совсем. Полотно абсолютно ровное. Я вывязала уже обе детали, и переднюю деталь, и спинку, и начала вязать рукав. Я думаю, что, я не знаю, конечно, я не ставлю себе цели вязать до упора, но один рукав за воскресенье я точно свяжу. Вот так этот узор выглядит. Вяжу отдельными деталями. Во-первых, вот это именно, на мой взгляд, вот этот узор требует того, что он требует внимательности. Где-то, становится понятно в определенных моментах, но сказать, что совсем без схемы вязать, нет, все равно нужно следить за количеством провязанных рядов, чтобы сделать перевитие и сделать его в нужном направлении. Оно здесь сложное перевитие, то есть это не просто там 2 на 2 или 4 на 4, нет, здесь перекрещивается сразу 12 петель, поэтому это требует определенного внимания. Но узор мне очень понравился. Я его увидела в немецком журнале. Мне попался журнал. Точнее, я стала смотреть журнал, мне попался немецкий журнал, и увидела я джемпер. Мне кажется, для весны это то, что необходимо. Вот давайте попробую вам поднять. Видите, он сжимается. Я думаю, что такого эффекта не будет, когда постирается, потому что после ВТО пряжа расправляется. Причем у меня одна деталь, передняя деталь у меня связана уже из пряжи, которую я постирала. Но этого даже и не видно. Честно сказать, этого даже не видно. Посмотрите. Видно только по резинке. Вот здесь резинка, она уже такая более собранная и более плотная, в отличие, вот от этой. Видите, она, когда я ее вяжу, она вот такая рыхленькая. И я сначала думала, я люблю в таких изделиях вязать рукав сверху. Я сразу же вывязываю здесь окат и потом уже вяжу по прямой вниз. Но здесь я решила, и этот узор можно и сверху, и снизу, то есть его можно переворачивать, он будет абсолютно хорошо смотреться в обоих направлениях, не будет выглядеть перевернутым узор, поэтому можно было бы так сделать, но узор имеет свои сложности. Я подумала, если я буду вывязывать сверху, когда вот эти укороченные ряды на окате, как мне здесь не ошибиться и как высчитать правильно раппорты узора, я не стала. Мне снизу окат будет вывязать гораздо легче. Поэтому я решила, и пусть у меня будет этот джемпер полностью сшивной. Мне сшивные изделия очень нравятся. Они очень хорошо сидят. Я уже говорила неоднократно, что у меня прямые плечи. Вот.
и это определенные особенности. Я помню, даже под некоторыми видео мне писали: а зачем вы вставили подплечники? Отрежьте подплечники. Ну, никогда я не пользовалась такими дополнительными, так скажем, инструментами. У меня свои плечи очень прямые. И если говорить о пальто, куртках, то садится, пиджаках, жакетах, то садится все замечательно, без всяких дополнительных вложений. Вот круглые кокетки — это тоже такая для меня находка, потому что в таких изделиях мне кажется, что они очень женственные. Вообще я круглые кокетки люблю. А если они интересные, сложные, то люблю вдвойне. Мне очень нравится. Поэтому, по сути, у меня за эту неделю больше времени я уделяла именно вот этому изделию. Вязала себе в удовольствие. Просто, вот знаете, на расслабоне, так скажем. Еще один день у меня был не вязальным совсем, потому что после работы у меня были бьюти-процедуры. Я наводила красоту. Мне нужно было привести свои волосы в порядок. Тоже не получилось провязать ни одного рядочка, ни одной петельки. И в субботу мы тоже решили устроить для себя культурное мероприятие. Сначала мы хотели съездить в какой-нибудь из близлежащих от нас городов, просто погулять, но, честно сказать, в такую погоду совсем не хочется никуда выезжать и гулять, поэтому мы решили найти что-то интересное в нашем городе. Все дело в том, что совсем недавно я вывозила своих учеников в один из самых известных музеев не только нашего города, но и России, который был построен при жизни фабрикантом и меценатом Иваново-Вознесенска Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным. И в честь него и назван этот музей, музей имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. В этом музее собраны уникальные вещи, единственные в мире, которых просто нигде нет. И я вам покажу несколько таких вещей. Дело в том, что я-то была в этом музее не раз, но чаще всего детям предлагают только два зала для просмотра. Это оружейный зал и зал природы Ивановской области, где стоят экспонаты, собраны экспонаты с животными. В этот раз мы взяли обзорную экскурсию и увидели вещи, которые где-то хранились в каких-то, так скажем, хранилищах, да, немножко тавтология, хранились в хранилищах. То есть их пытались сохранить и, может быть, да, что-то даже восстанавливали, потому что, к сожалению, очень много вещей из коллекции было утеряно в связи с тем, что случилась Великая Октябрьская революция. Но настолько меня впечатлило то, что я сама увидела, и когда я рассказала об этом своим, муж говорит: да я никогда не был у нас в музее, что-то даже никогда не задавался целью. Алиса была с классом, но она сказала: я тоже хочу посмотреть. И вот мы решили съездить в этот музей на обзорную экскурсию. Сначала я хотела взять полноценную экскурсию с экскурсоводом, чтобы нам все рассказали, но нужно было найти группу до 10 человек, а нас-то всего 3. Искать негде было. Но вы знаете, что меня порадовало, что в музее очень много народу. Приезжают группы школьников из других городов, и не только школьников. Также совсем случайно мы увидели Гагаринский бал. Я вообще не слышала никогда о подобном мероприятии. Когда мы пришли, там проводят и фотосессии, там есть церемониальный зал,
парадный зал. Он был построенный именно для того, чтобы проводить какие-то мероприятия. Там очень высокие потолки, висит уникальная люстра, которая весит 450 килограммов, сделанная из хрусталя и позолоты. И у нас в городе проводятся тоже разные мероприятия вот именно в этом зале. И нас встречают девушки в бальных платьях, кадеты ходят. Не понимаю, что говорю здесь такое, что за мероприятие. Потом мы прочитали вывеску «Гагаринский бал». И это всероссийский какой-то бал. То есть это не только из нашего города. Были там вот эти все конкурсанты, студенты, кадеты приглашались. Но, я так поняла, из других городов. И сейчас я вам покажу несколько очень интересных моментов. Те, кто любит историю, те, кто любит видеть какие-то необычные вещи, я думаю, что вас точно поразит то, что я вам покажу. Ну вот я, например, лично знала, что есть огромное количество разнообразных денег, и я их видела в разных музеях. Но я никогда не знала, что в России были деньги в виде пластинок с печатью. Вот это я узнала только что. Я никогда не видела кожаных денег или денег, сделанных из ракушек. Деньги, сделанные, расписанные из керамики. Вот это тоже я увидела. А еще я увидела коллекцию. Впрочем, давайте я вам все покажу. Зачем я буду рассказывать вперед? Перед вами здание музея во всей его красе. Построен музей в стиле неоклассицизма. Очень красивое сооружение, которое выделяется из архитектуры города. Напротив этого музея находится особняк Бурылина, ныне действующий музей Ивановского ситца. Самым уникальным в собрании во всей коллекции являются астрономические часы. Это единственный экземпляр в мире. Часы, которые показывают разное время. Здесь и маятник, и Солнечная система, и созвездия. Но не все эти циферблаты работают. Большая коллекция книг. Это книга из пергамента, расписанная вручную. Очень много разнообразных книг. Это коллекция орденов и медалей из разных стран. Посмотрите, каким был город Иваново ранее. Широкая полноводная река, здание ситцо-набивной фабрики. Вот эти монеты, пластинки с печатью. Были они при Екатерине. Также здесь можно увидеть и другие вещи, например, ключ камергера. Часы из разных стран, в том числе часы Мозера. Разнообразные вещи, медальоны. Здесь вы можете увидеть большую коллекцию монет из разных стран. Разнообразные монеты, денежки, посмотрите, прямоугольные, Китай, Япония. У Бурылина была большая коллекция книг. Это часть сохраненной библиотеки, которая уцелела. Также Бурылин вел личную переписку с Львом Николаевичем Толстым, был лично с ним знаком и с его женой. И есть целый стенд, посвященный Толстому. Этот портрет сделан строчкой, при помощи строчки. Очень интересно. А это продолжение коллекции монет. Кожаные, керамические, из ракушек, разнообразные монеты, которые были привезены Дмитрием Геннадьевичем. Находятся в его кабинете, который сохранился с мебелью. Это жук-скоробей, которого Дмитрий Геннадьевич привез из своего путешествия по Египту. И здесь на стене можно видеть вид улицы. Сейчас это проспект Строителей, а раньше была улица Александровская. Это Дмитрий Геннадьевич и его семья. Вы когда-нибудь видели посмертные маски известных людей? Сейчас вам предоставится уникальная возможность. Узнали, кто это? Это Пушкин.
и Гоголь, и Петр I, Александр II, Суворов. Здесь вы увидите разнообразные виды оружия, и огнестрельные, и холодные, и пушки, мечи, секиры, доспехи. Сейчас вы увидите доспехи китайского воина, сделанные из кожи и шелковых лент. Разнообразные секиры. Это ружье использовали для того, чтобы стрелять с крепости. А это меч палача. На первом этаже музея находится зал природы, где собраны чучела животных, обитающих в Ивановской области. Все животные, которые здесь представлены, это не только звери, это и большое количество птиц. У нас очень разнообразный животный мир. Только одних сов, разновидностей сов, большое количество. Очень красиво выполнены экспозиции, приближенные к реальности. Да, даже медведи водятся в наших лесах, представляете? И рыси тоже. Музей соединен подземным переходом с особняком Бурылина. Сейчас находится на реконструкции. А это знаменитый зал для торжеств, как раз где проходил Гагаринский бал. И вот это знаменитая люстра из хрусталя и позолоты. Вот так прошла моя неделя в вязании. И не только вязание. Кроме того, что было вязание, было и культурное обогащение. А это тоже очень важно. И такие мероприятия нужно устраивать время от времени, по возможности, конечно. Несмотря на то, что было 2 невязальных дня совсем, тем не менее, я очень довольна своими продвижениями. Пусть вам, наверное, покажется, что и совсем ничего я не показала, но совсем скоро я вам покажу готовые изделия на себе. И я думаю, что вот прям в ближайшие дни оно уже будет на стадии завершения. Даже сейчас вот в таком полуфабрикатном состоянии мне очень нравится все. От цвета до узора. И я надеюсь, что каким я себе этот джемпер представляю, весенним. Действительно весенний джемпер. Таким он и будет. Ну, совсем скоро увидим, да? Благодарю всех вас за внимание. Кстати, сегодня 1 марта, и я всех вас поздравляю с первым днем весны. Желаю вам солнца, хорошего настроения и побольше радостных моментов. Ну что ж, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.